Во все времена ценились вещи, сделанные своими руками. Но кто мог предположить, что ученик 11 класса может создавать такие модели? Саша, как давно ты занимаешься изготовлением таких макетов? Ну, я начал заниматься этим около 2 лет назад. Ну, я начал увлекаться таким занятием, как бумажное моделирование. Ну, именно на тематику «Звездных войн». Нашел сайт smodel.ru. Там было очень много различных разверток. И, ну, постепенно начал вникать в процесс. Сначала как-то получалось не очень хорошо, а потом уже как-то больше набил руку. У меня стало очень хорошо получаться, и многие очень восхищались моими работами. А есть как-то название этой техники, технологии, в которой ты работаешь? Ну, я не знаю, вот то, что это сейчас делал, это, не знаю, как-то больше относится к скульптингу. Но сначала все идет, конечно, начинается именно с бумажной основы. То есть я именно склеиваю какие-то детали, и получается уже цельная деталь, какая-то определенный материал. А почему тематика «Звездных войн»? Ну, я не знаю, меня очень привлекает именно вот эта вот вселенная. Около 5 лет являюсь именно ее фанатом. Как ты долго делаешь макет? Ну, например, вот этот. Ну, вот этот я начал бумажную основу еще в декабре прошлого года. Я ее прорабатывал несколько месяцев. А потом, следующие месяцы я уже занимался тем, что искал информацию, как ее обработать, чтобы она крепко была, и чем красить, и так далее. И с прошлого лета я уже начал обрабатывать, ну, процесс еще не закончен, ну, близится больше к завершению уже. То есть это около года ты уже занимаешься Да, моделированием этого? примерно около года. Прежде чем получить такую модель, она должна пройти несколько этапов изготовления. Ну, на начальном этапе моей работы выглядит примерно вот так. Я собираю из бумаги и из деталей собираю вот эту вот цельную модель, именно эти шлемы. Ну, и одна моя модель это фигурка оленя. А есть работы, которые тебе нравятся больше всего? Именно вот эта модель шлема. Я очень много времени на нее потратил. Ну, и считаю, что это очень хороший результат получился. А дедушке твоему нравится это? Да, моему дедушке очень нравится олень, и он мне рекомендует больше заниматься вот этими именно фигурками там животных, людей. Ну, пока я занимаюсь именно шлемами и костюмом. А в дальнейшем стану заниматься именно персонажами и животными. А друзьям своим даришь какие-то, они просят подарить? Ну да, но мне уже как бы сделали заказ на одну модель, но пока я еще не сделал, я пока только работаю именно с 3D-моделью ее самой, а потом уже надеюсь, что сделаю достойно. Ну и подарю. А в дальнейшем собираешься продолжать развивать свои навыки? Ну, это больше относится к увлечению, я поэтому думаю, что я не смогу забросить. Для меня больше какой-то наркотик. Я не могу просто не заниматься что-то. Мне обязательно нужно что-то создавать, лепить, творить. Мне это необходимо. Я без этого не могу. А вот с чего именно ты сначала увлекся? Вот первая твоя работа, вот что тебе загорелось это сделать? Ну вот первая работа как раз-таки у меня был шлем, нужно было сделать. Ну, первая работа она есть. Первая работа, она сделана была не очень аккуратно. Ну, в дальнейшем я стал больше набивать руку и как бы... Ну и вот такой вот результат у меня вышел. А кто подал тебе идею вот заняться? Ну, идея у меня появилась сама. То есть я захотел сделать модель одного корабля. Я искал в интернете и нашел вот этот сайт smodel.ru. И я начал смотреть, а там столько много различных разверток, и мне прям это завлекло очень. Ты на себя пробовал одевать его? Ну да, безусловно, я пробовал его надевать и учитывать пропорции своего тела, чтобы мне было удобно двигаться в нем, поэтому да. То есть я это пробовал. реально, в принципе, одеть Да. и прогуляться по улице? Да. Вполне реально. А вот как вот ты решаешь начать делать тот или иной персонаж, да, вот работу? Тебе картинка приходит в голову, ты представил ее или что? Или где-то увидел? Нет, ну есть тут такая технология, что на компьютере есть какая-то, с помощью специальной программы, 3D-модель разворачивается на листы бумаги. И вот по этим, я использую ее как инструкцию, и по ней ее и собираю. А ты где-то выставляешь свои модели, участвуешь в конкурсе? Да, вот на том же сайте smodel.ru у нас проходит множество конкурсов, ну там по сборке оружия, или кораблей, или шлемов. Ну вот один конкурс, один из них конкурс выиграл и получил эту модель тоже бесплатно.
Создание таких моделей отнимает много времени и сил, а также необходимо место, где можно работать. Вот и у Саши есть своя небольшая Вот мастерская. для моей работы мне необходимы такие инструменты, как дремель. Это инструмент, это многофункциональный инструмент, к которому идут множество различных насадок. Это сверло, это нарезной диск и наждачный круг. В дальнейшем мне необходимы такие материалы, как автомобильная шпаклевка, эпоксидная смола для обработки, ну и стеклоткань для самоукрепления модели. Сначала я укрепляю модель с эпоксидной смолой и стеклотканью. После высыхания я покрываю ее шпаклевкой. В дальнейшем я уже шлифую так, чтобы было достаточно гладко и ровно, без всяких зазоров. А в дальнейшем уже покрываю свою модель аэрозольной краской, и вот так получается такой вот результат. Хорошо, когда в жизни человека есть любимые занятия, которым можно посвящать свое свободное время. Для того, чтобы сделать такую модель, требуется очень много времени и усилий. Например, чтобы сделать вот этот шлем и костюм, потребовалось около года.